Привет, друзья! Сегодня будет интересно про новинку на рынке перманентного макияжа и самое главное – это помощь в работе для вас, коллеги. Меня зовут Ольга Гольдфарб, я мастер и тренер в Санкт-Петербурге и 5 лет элит-артист пигментов брови. Сегодня про новый неорганический сет Rich Beach, созданный специально для меня пигментами брови. Как им работать, как подбирать краску клиентам – разберемся. Почему этот сет появился? Я всегда хотела упростить работу и не выбирать из 30 красок какой-то определенный микс клиенту. Это долго. Во-вторых, это дорого покупать огромную палитру. И, конечно, самое главное, при передаче знаний своим ученикам на базовом курсе хотелось упростить систему подбора цвета. И я думаю, вы со мной согласитесь, что, как правило, из огромной палитры мы используем в 90% случаев это 2-3 краски. Остальные сохнут и грустят в сторонке. Rich Beach Set – это дорого, универсальная краска, трендовые оттенки и качественные зажившие результаты. Сет состоит из 3 оттенков. Он подходит на любую технику, прорисовка линий или теневая. Вам не надо гадать, что взять для клиента, и тем самым вы экономите денежки, не скупая огромную палитру цветов. Это полностью неорганическая краска на Carbon Black, созданная по уникальной технологии уменьшения черного пигмента компании брови Carbon Cut. Поэтому вы можете не переживать, что брови будут серыми. Корректоры брови One к ним подходят. Я расскажу, как их применять. Краска не сохнет никогда, следовательно, вы не будете тратить время на добавление разбавителя. И зажившие будут ярче, так как краска той же концентрации влетает в кожу как боженька. И я бы сравнила это с внесением пигмента, как у гибридов. Остаток при заживлении до 90%, что немаловажно для минералов. Как работать? Вносить пигмент рекомендую так же, как и гибриды. Мы не делаем какой-то усиленный нажим, потому что это может привести к травматизации кожи. Здесь важно сделать акцент именно на укладку. Укладка у нас плотная. Штрих рекомендуется плоский маятник. Также вы можете работать штрихом на себя, но времени на закрас потребуется больше. Рекомендуемый вольтаж от 4,5 до 5,5, учитывая скорость вашей руки. Помним, что чем выше скорость на блоке, тем более активный толчок и движение вашей руки. Иглы. Заточка, рекомендуемая Medium Taper либо Long Taper. Учитывайте тип кожи клиента и возраст. По диаметру 0,30 или 0,35. Разбавитель от брови также подходит на эти краски, но я его не использую, так как пигмент не высыхает в капсе. Используйте корректоры из серии Брови One для регулирования температуры оттенка. Если плотная и пористая кожа или темная, холодная, оливковая кожа, где высокое содержание эомеланина, добавляем красный корректор. Для кожи с веснушками это, как правило, первый фототип по Фицпатрику, где высокое содержание феомеланина. Мы берем 2 корректора, 1 к 1, желтый охристый и красный. Как подобрать краску клиенту и миксы? Важно сказать, перед тем, как мы будем разбирать каждый цвет, что я использую один чек-лист, протокол в подборе цвета краски любому клиенту, независимо, какие у меня краски, неорганика это или гибриды. Первый пункт в чек-листе мы смотрим на теплохолодность клиента. Разберем на моем примере. Я зашла, теплохолодность какая у меня? Холодная. То есть у меня волос холодный, сейчас темно-коричневый. Второй пункт – это контрастность, глубина оттенка. Вот я достаточно контрастная дама, у меня темный волос, темный волосок на бровях, и я достаточно ярко крашусь. И третий пункт – это фильтр кожи. Мы разбирали на уроке, как смешивать краски, вы можете ознакомиться подробнее. Это 2 момента – плотность кожи и меланин. Первый оттенок – это Caribbean Light Brown. Светлый нейтральный оттенок, и это отличное решение для леди плюс, у кого седой волос, и для блондинок со светлыми волосками. Это, как правило, первый, второй фототип по Фицпатрику. Если нейтральный волосок у клиента, мы берем чисто этот оттенок. Если теплый, светлый волосок пшеничного цвета, мы добавляем 20-30% красного корректора. Если холодный волосок, мы добавляем желтый корректор, тем самым цвет станет чуть холоднее. И много корректора не добавляйте, 20%, потому что желтый осветляет нашу краску, чтобы она не стала слишком светлой. Поэтому 20% будет достаточно. Если шатенка,
Объясню. Шатенка, я подразумеваю, это средняя контрастность, когда девушка и не светлая, и не темная. Вот пришла блондинка со светлым волоском, ясность полная, берем этот цвет. Если темная, мы берем второй оттенок, темный, да, коричневый цвет гавана. А если средняя контрастность, она и не темная, и не светлая, это шатенка. И мы добавляем второй наш пигмент, это темный нейтральный гавана дарк. И 1 к 1 используем на гавана дарк. Также вы можете соотношение сделать 2 к 1. Это зависит от того, какой вы хотите по насыщенности получить заживший результат. Для объемного рисунка на акценты добавляем Morocco Deep Brown 20-30%. Про этот пигмент я расскажу позже, там есть секретик, как его можно использовать. Второй оттенок в сете это Gavanna Dark Brown, это темный нейтральный оттенок. Как мы с ним работаем? Подходит для брюнеток с темным контрастным волоском, как правило это 3, 4 и 5 фототип. Если нейтральный темный волосок, мы работаем в чистом виде этим пигментом. Теплый каштановый оттенок мы добавляем, как и со светлым Caribbean, красный корректор 20-30%. По аналогии, я думаю, вы уже догадались, если холодный темный волосок, мы добавляем 20-30% желтого корректора. И если шатенка, средняя контрастность, как и в первом случае, мы 1 к 1 либо 2 к 1 с первым Caribbean оттенком. Ну и та же песня для объемного рисунка. На акценты мы добавляем на 1 тон темнее, это Morocco Deep Brown. Ну и зачем же нам 3-й оттенок, друзья? Мы подошли к самому горячему цвету, вот этому красавчику, 3-му цвету. Это Morocco Deep Brown, адский темный коричневый. Это решение для темных брюнеток, у кого плотный, такой толстый, черный практически волосок. И прошу заметить, что у второго фототипа также бывают у блондинок темные брови. Как мы его используем? В чистом виде, если вы хотите добиться более декоративного эффекта, вот на таких дам контрастных, можно его использовать. Но обращайте внимание на наш фильтр на кожу. Если оливковая кожа, холодная кожа, мы используем обязательно корректор, да, если веснушки. Как еще мы можем его применить? Я чаще его использую в миксе со вторым оттенком Gavanna Dark Brown. Почему? Так как мы берем на 1 оттенок темнее, вот второй дружит с 3-м. Не берите 1-й и 3-й, не мешайте, не делайте грязь. Между ними пропасть. А нам нужно брать на 1 оттенок темнее. Мы можем использовать его отдельно в конце на акценты в чистом виде, добавляя, допустим, в арке и в хвосте. Или второй вариант, мы мешаем его с основным цветом вторым, допустим, 1 к 1, и также добавляем на акценты. Вы можете пройтись и по всей брови, если хотите всю бровь затемнить. Но я, как правило, добавляю на акценты, чтобы рисунок был более объемный. Давайте подытожим наши миксы. Первый микс это Caribbean и Gavanna, 1 и 2 оттенок 1 к 1, либо 2 к 1 на шатенок. И второй микс Gavanna и Morocco, 1 к 1, либо 2 к 1. Вы выбираете соотношение на плотные черные волоски для создания более декоративного эффекта. Ну вот и подошел к концу наш урок. Я надеюсь, вам было интересно. И я хочу вас обрадовать, будет практический урок на модели, где вы можете посмотреть подробно схему, штрих, что я использовала. Обязательно я делюсь всегда зажившими результатами. По любым вопросам пишите в Instagram пигментом брови. Также вы можете написать мне в личку в директ. Я всегда отвечаю. Будем рады видеть ваши работы. Делитесь своими впечатлениями, отмечайте меня, пигменты брови. Ну и до скорых встреч!